Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз, перемены, развилка. Конец июня, начало июля, завершение и начало. И если мы говорим об июне, то это энергия Юпитера в раке, гармония, эмпатия. И это на год. А если мы говорим об июле, то это Уран в близнецах и ломка шаблона. И это на 7 лет. Как вот этот переход между двумя месяцами, или вы можете даже чувствовать, словно в пространстве что-то меняется. Я не говорю, что все, но некоторые могут предчувствовать как своеобразную прелюдию будущих перемен или каких-то метаморфоз. Поэтому мы в нашем видео не задаем вопросы. Мы просто с вами рассмотрим два направления. И первое. Это что скрыто, то, что вы не видите сейчас. Как будут дальше развиваться события, если с заходом на июль. А второе направление – это то, что как раз из прошлого, или то, что вы знаете, те вопросы, которые же случились, произошли и требуют вашего внимания. Что нам карты обрисуют, какую ситуацию, чему нужно это внимание уделить, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Итак, что же скрыто? Интересно. Карта жрица – это сама по себе карта тайн, чего-то скрытого. Это карта интуиции. Это та, которая все знает. Это может быть для вас, кстати. Я такое могу предположить для кого-то, пусть не для всех. Вы узнаете какую-то новость. Или для вас словно тайна откроется. Или глаза вот у нас на что-то открываются, да. Мы словно прозреваем. Такое вполне вероятно тоже. Это с заходом на июль. И поэтому, к примеру, это на самом деле какая-то ломка шаблона может быть. Потому что мы-то думали что-то одно. Или пусть даже где-то вам карта может об этом свидетельствовать. И если вы сейчас чувствуете как интуитивную подсказку, что вот что-то будет продолжаться именно в определенном ключе. А эта подсказка, она не идет с вашими планами, ну никак не пляшет. Или с вашим желанием что-то создать, совершить, куда-то отправиться. А вот этот тихий, робкий голосок нашей души, подсказки шестого чувства. Так вот, не заглушайте его, потому что в этом тоже для кого-то может быть подсказки вашей собственной интуиции, потому что карта тайны. Явно либо мы чего-то не видим, либо оно есть уже, но мы неправильно воспринимаем. Может быть, и это где-то и от нас что-то скрывают. Но так значит, есть тот вопрос, по которому вы бы хотели что-то уточнить. Следует поискать эту правду. Кто знает, может быть, до июля вы сумеете найти как и разгадки, так и решить еще какой-то вопрос. Вот что скрыто, что еще скрыто. Может, это вы, мои дорогие козероги, что-то скрываете. И я могу предположить, что это вы что-то скрываете. Семерка мечей, как будто забрать свое хочется. Может быть и правда, в отношении вас была какая-то нечестность. По семерке мечей, хоть и говорят карта вора, да, но правда нигде это не прописано. И здесь такое двоякое значение. Безусловно, карта нам говорит, будь где-то сам. С одной стороны, адаптивнее, будь мудрее, будь хитрее, да, это все присутствует, потому что не дать себя облапошить. Вот если мы говорим, да, быть вообще внимательным к тому, что происходит. И здесь вот, знаете, когда мы самоуверены, вот мы тогда какие-то ляпсусы и делаем. А когда мы не уверены в чем-то, мы тогда осторожны. Мы тогда шаг маленький сделали, остановились, осмотрелись, нашли дополнительную информацию, мы себя где-то страхуем. Так вот, чаще всего ляпсусы, когда мы либо сами доверились, либо мы были уверены в себе. Поэтому будьте вот тут такой тонкий нюанс, чтобы себе не навредить. Но, может быть, и есть конкретный какой-то вопрос, у кого-то даже, может быть, и в судах. Вы не знаете, пусть это не всех касается, но, может быть, один-двое, кому важно услышать. Вы не знаете намерения вашего оппонента. И вам именно задача забрать свое. И вы, может быть, тоже думаете, предполагая, что явно человек задумал какой-то хитрый план. И в отместку вы где-то будете продумывать свой хитрый план. Или искать обходные варианты, как это вам можно будет быстро перестроиться, чтобы забрать свое. Вот интересно, неожиданно. Что же скрыто?
Вот эта карта называется Исток. Это и Таро Истока. И это тот аркан, который самый старший. Или тот, который до шута, до нуля. Это как, с одной стороны, вот как раз хаос перед началом творения. Творение не началось, а вот как видите, как взрыв нам даже с вами изобразили. Но это когда мы буквально что-то начинаем с чистого листа. И тут действительно мы прозреваем, мы что-то понимаем. Вот какая-то тайна, она все-таки выйдет наружу. Либо это вы что-то думаете, да, и не хотели бы, чтобы это вышло наружу. Тогда будьте аккуратны, это может тайное стать явным. Но если и от вас что-то скрывают, вы тоже что-то узнаете. И вот какой-то очень важный выбор или вывод, мои дорогие козероги, явно вы будете делать. Вас вот эта новость, информация, она может так и даже обескуражить, потому что вы где-то к этому не готовы. Но карта нам говорит все равно, это как написать жизнь с чистого листа. И это вы пока не видите. Возможно, это будет у кого-то на более таком прозаическом уровне, когда мы вдруг обнаруживаем, что жизни, информационные технологии настолько далеко уже ушли, а мы где-то там подзастряли сзади, и нам нужно галопом осваивать эти самые технологии или понимать, как работают какие-то системы. Может быть, система взаиморасчета, и я такое, почему нет, я тоже такое вполне допускаю. И тогда вы будете где-то наверстывать вот эти утраченные позиции, потому что, а по-другому никак. Но это всегда то, что нами не только не изучено, а вообще даже и близко непонятно, как к этому подступаться. Поэтому это то, что существует в реальности. Это на самом деле так. Но эта карта еще и говорит, мы пробуждаемся от какого-то сна. Это мы признаем, что мы не сами по себе, а взаимосвязь со всем миром. И когда исток появляется в раскладе, нам говорят, откажись от иллюзий и храни молчание. Вот буквально такой совет. И все то, что я сказала до этой карты, видимо, следует вам принять к сведению. Так что же скрыто? Очень интересно, необычно. То есть какая-то непредсказуемость момента на июль. А вас как в тисках может действительно удерживать, вот как по 15-му аркану, желание что-то сделать именно так, как вы бы хотели. С одной стороны, прекрасное желание. Мы все такие в той или иной мере. Но есть еще какая-то объективная реальность. И тут сколько ты не пытайся пробить стену, ну, наверное, ты можешь и пробить эту стену, но то, что ты потом за ней увидишь, тебе не обязательно понравится. А кто знает, может быть, воздвигли эту стену и вас куда-то не пускают именно потому, мои дорогие козероги, что вы попадете в какую-то зависимость. Иногда так тоже бывает в нашей судьбе. Мы снова и снова какие-то реванши берем. У нас не получилось один раз, а мы думаем, нет, дай-ка я тут сейчас еще раз попробую. Второй раз не получилось. А мы можем думать, дай попробую еще и в третий раз. И в итоге это мы потом понимаем, что нас как высшие силы ангелы берегли и куда-то нас словно не пускали. Потому что, посмотрите, карта, с одной стороны, тайн. Всего, что непонятно, не изучено, а внизу 15-й старший аркан. Если вы в чем-то точно не уверены, не торопитесь. Если вы не знаете, как в отношении вас работает закон, так и точно не рискуйте. Если ваша сила желания где-то превышает, ведь это аркан страсти, пусть это даже не у кого-то, да, может быть и физическая страсть, но это еще та страсть или азарт, которые могут стать для нас как спутниками жизни. И нам словно что-то в спину толкает вот так настойчиво. А дай, а попробуй, а вдруг получится. И это большой риск. И вот тогда где-то вот все то, что я говорила. Может быть, я допускаю, это далеко не всем важно услышать. Но по 15-му аркану нужно быть очень аккуратному. Потому что ведь это, с одной стороны, карта зависимости. И это, кстати, материальная карта. В плане сил физических у вас будет достаточно. Тут штурмовать любые преграды, мои дорогие. Но а надо ли? И по 15-му аркану нам ведь всегда говорят,
Какая-то игра может перейти в опасность, а ты этого не заметишь. Вот это что скрыто. Что еще скрыто? Десятка жезлов. Ну, знаете, у кого-то может быть от усталости. Уставшие люди делают ошибки. И здесь вот, смотрите, молодой человек вооружился, ну, прямо окружил себя этими жезлами. Понятно, что он уже света белого не видит. Может быть, много работы для вас, мои дорогие козероги. Не забывайте отдыхать. Это правда. Мы можем целую ночь напролет думать, как поступить нам в какой-то ситуации, а утром, недаром говорят, утро вечера мудренее. Утром мы просыпаемся, и для нас реальность, она как будто тоже так слегка меняется. Ночью ничего светлого не приходит, за редким исключением. Точно так же, как мы из-за усталости, где-то остроту мышления, критического мышления, оценки вот того, что происходит вокруг, мы неизбежно утрачиваем. Мы погружаемся в какую-то рутину. Для вас где-то рутина может означать тоже, как, знаете, пространство, когда вы не видите, что вокруг происходит. Или когда у вас не хватает времени найти дополнительную информацию, прояснить какой-то вопрос. Явно есть то, вы как в многозадачность какую-то включились. Или у кого-то это может быть связано напрямую с тем, что именно вы хотите поступить по-своему. И это карта того человека, который... Вот он занят чем-то. Причем он добровольно принял эту ношу. Но нам говорят, что а надо ли этим заниматься? Ты ведь уже где-то утратил остроту моменту. Это тоже где-то сила привычки. Трудоголики, мои дорогие. Вот прямо так и хочется мне сказать. Тоже зависимость. Почему нет? Поэтому дважды, трижды отдыхайте, приводите мысли в порядок. Вот как свежая голова, холодная голова. Это ваше все. Потому что, скорее всего, по двойке мечей нужно будет делать вывод какой-то. Или, опять же, выход. Это всегда своего рода тупик. Когда мы не можем пойти в две стороны, а вверху карта исток. И все то, что я говорила. Поэтому будьте готовы, что вы можете стать на выборе. И в зависимости от того, какой выбор вы примете, это может стать чем-то очень важным. В каком направлении, может быть, вообще будут развиваться для вас в ближайшее время события, может быть, как выбор направления. Вот я такое тоже могу допустить. Поэтому все то, что нам рекомендовал аркан Исток, все очень важно. Тем более у вас как-то так совпало, что 3 старших аркана из 6 карт. Ну хорошо. А вот в моменте здесь и сейчас, если мы говорим, что из прошлого или то, что в дне настоящем, требует вашего внимания, чтобы потом пошло с правильной ноги. А вот тут опять же нам говорят, изучай, рыцарь монет один из самых медленных. И по этому аркану идут у нас инструкции, детализация, какие-то тезис-планы. Знаете, как если даже в вашей жизни сейчас сама жизнь напоминает уравнение с множеством неизвестных, вот значит это каждое неизвестное нужно прописать на бумаге и разобрать детально. Потому что любая проблема, любой вопрос, он складывается из мелочей. И карта нам говорит, добрые дела наспех не делаются. То есть явно уже где-то на сегодняшний день, как минимум, конец июня, есть какая-то тема, которая, ну, обязательно вам нужно что-то, дополнительную информацию собрать, например, или что-то материальное, да, если мы говорим математический какой-то расчет, такой подробный сделать. Карта может говорить, я ее называю часто марафонского забега. Почему? Потому что вот медлительность этого рыцаря, это лет на 10-20. Она может свидетельствовать о том, что, к примеру, если у вас есть какая-то тема, которая касается финансов, ну вот банально, вам нужно совершить какой-то платеж. А те деньги, которых вы ожидаете, они где-то задерживаются. Карта нам говорит, в твоем окружении точно есть тот человек, который может тебе прийти на помощь, выручить тебя как бы. Или этот человек, другой какой-то человек. Есть, одним словом, те люди, которые могут дать идеальный совет. Но вопрос, сумеем ли мы услышать, захотим ли мы обратиться. Тут ведь надо просчитать, кому же это пойти. Или, может быть, даже, ну, какие-то попытки совершить. Или, может быть, вам вообще важно заручиться чьей-то поддержкой. И вы ищете такого
доверительного человека. Так вот, по этой карте это часто бывают те люди, на которых мы меньше всего думали. Ну, вот такая подсказка. Значит, для вас очень важно, кто вокруг вас, мои дорогие. Да, тут будет очень важно, кто вокруг вас. Посмотрите, по аркану башня. Это какие-то, может быть, вы получили неожиданные новости. Или как какую-то правду, опять же, мы узнаем. Но это не новая ситуация, явно. По башне это то, что достигает своего пика. С одной стороны, все же прообраз башни, первые карты– это тюрьма. Это какие-то застенки, когда мы не могли что-то сделать. Да, мы за это время адаптировались, нам казалось, ну и ладно, ну и нормально. Но потом все равно старая башня, старая тюрьма, она должна быть разрушена, что и происходит. И мы в невесомости парим. Нам непонятно вообще, что с этим делать. И куда мне теперь? Вот такие могут быть вопросы. Или как правильно провзаимодействовать с чем-то, даже вот если вокруг вас обстановка меняется. Или люди меняются, вам какое-то решение, как, знаете, приносят свое или говорят. Или с какой-то информацией вы сталкиваетесь. Потому что старший аркан– это всегда внешние события. И если это даже решение других людей, это просто вам, они вас уже где-то косвенно касаются. Или пусть напрямую, но не вы эти решения или изменения инициировали. И вот с этим приходится считаться. И карта нам говорит, все к тому шло. Перекос какой-то был. Вот эта верхняя часть башни, она не могла так долго, бесконечно держаться. Поэтому она и рушится. Поэтому все, что должно, наверное, завершиться, оно завершается. Не пытайтесь это удержать, мои дорогие козероги. Это вряд ли получится. Или правильно, может быть, оценить, влияю я на эту ситуацию или вообще никак. Так если никак, так тогда надо влиять на самого себя, что-то с этим делать. У вас возможности. Даже если камни с неба или какая-то, ну, та ситуация, которая не вписывается в ваше понимание. И тем не менее, есть то лицо однозначно, на которого вы можете рассчитывать, понадеяться или брать себе в союзники. Но это может быть совсем не тот человек, на кого вы думаете. Ну, тут у каждого по-разному. Что же еще? Туз мечей. Выход из лабиринта, выход из этой башни, выход из этой тюрьмы, выход из собственных предубеждений или из каких-то собственных табу, шаблонов. Я говорила по Урану в Близнецах, да тут все шаблоны полетят. Мы много можем услышать настолько неожиданной информации, начиная с июля, что мы даже сейчас с вами вот не можем предположить. Это правда, так действует Уран. Сама по себе. Планета революционных каких-то инновационных перемен. И начнем даже мы с малого. Информационные технологии. Они такой рывок могут сделать. Да мы уже и сейчас видим, насколько робототехника продвинулась. Оглянитесь на 3 года назад. Просто на 3, даже не на 5. И вы это если за этот срок, это такой был квантовый скачок. А представьте, сейчас словно каким-то бешеным темпом вот эти все технологии понесутся. И нам важно поспевать за всем этим. Поэтому тут некогда что-то обдумывать долго, анализировать или держать старое, но все равно вам не пригодится, все равно все будет что-то меняться. Тут самое главное, словно почву на будущее нащупать, да, или настроить себя на что-то. И вот этот выход из лабиринта. Правда, все-таки есть что сохранять, понимаете, в конечном-то итоге. Пусть башня в центре. А тут нам и про людей говорят, и про ваши, кстати, ресурсы, все-таки пентакли. И, понятно, финансы, но это еще и ваши ресурсы. Вы в чем-то профессионал, или вы умеете делать что-то хорошо, или вы, может быть, приобретаете какие-то теперь знания, или готовы освоить какой-то навык, ресурс или ремесло, чтобы чувствовать себя более уверенным в завтрашнем дне. И это для вас будет тоже вот как выход из лабиринта. Давайте посмотрим, что же еще, чему нужно уделить внимание. Ух ты, колесница. Вот посмотрите, у вас очень интересный расклад. По колеснице это, знаете, движение, это скорость. И карта говорит, не откладывай что-то на завтра. На завтра вообще все поменяется, и у тебя та возможность, которая есть сегодня, она у тебя ее просто не будет. Обстоятельства изменятся. Вот тут такие неожиданности могут быть. По аркану колесницы могут быть
и люди неожиданно вам что-то говорить или приносить какую-то информацию. Но и вы, скорее всего, знаете, до конца июня можете чувствовать, что эти, правда, реальность словно преломляется. Все убыстряется, как ход истории. Может быть, вам придется отправиться в какую-то инстанцию или к какому-то чиновнику. Может быть, и к юристу. Не откладывайте на завтра, потому что завтра уже тоже может что-то поменяться. Мы придем, а там нет того человека, которого мы знали, к примеру, прежде, с которым мы собирались поговорить. Или мы приходим в какую-то организацию, так и тоже бывает, а там уже какая-то реструктуризация прошла. И нам надо либо вообще в какое-то новое место перемещаться, или, опять же, как-то по-другому выстраивать контакты. Ну, самые разные направления, поэтому ты не оглядывайся назад и встречай все новое, что на твоем пути. Вот так. А для кого-то из вас может быть и вопросы, которые связаны с транспортным средством. Кто-то будет изучать, кстати, в желании получить права. И, видимо, для вас быть мобильным – это тоже немалое дело. Вот это такая подсказка. Значит, транспортное средство должно быть проверено. Все то, что там полагается. Ходовая часть и, может быть, техосмотр. Ну, короче говоря, автомобилисты это знают. И одновременно, чтобы вот вы были легки на подъем. Зачем-то вам, судя вот с предыдущими картами, вам это может, ох, как пригодиться. Рыцарь жезлов, будьте готовы к неожиданностям, мои дорогие, вообще. Ну, нам весь расклад об этом, звезда. Вот, наверное, смотрите, как рыцарь монет, я сказала, лет на 10-20, какой-то человек или какие-то контакты, пусть по работе, пусть это у кого-то даже, как ваш близкий человек, может быть, даже супруг, супруга или какой-то друг, ну, достаточно такой близко вхожий в ваш круг общения или ваш дом, может быть, даже так же. Так вот, по карте звезда, правда, могут быть какие-то взаимоотношения лет на 10-20. Ведь звезда – это карта выбора правильного направления. Тоже лет на 10-20. Это какая-то дистанция. Вот берите эту дистанцию надолго. Приготовьтесь к неожиданностям. И приготовьте себя к тому, что придется где-то перестраиваться на ходу. Это может свидетельствовать такой период конца июня, но может быть и с заходом на июль. Вас как будто карты готовят, что да нет ничего невозможного. Но для тебя вот как будто... Даже если что-то происходит и не вписывается в твое понимание, быстрее нужно адаптироваться, быстрее вот этот выход из лабиринта, из какой-то путаницы мысли, может быть, искать, потому что жизнь мчится, посмотрите, 2 карты скорости. Рыцарь жезлов – это тоже не откладывай на завтра, иначе завтра этой возможности просто не будет, а на кону что-то очень важное. И правда, пусть уже теперь как-то немножко странным образом вам может там так показаться, или вы можете в этом сомневаться, что это вообще такое? Это пока невозможно объяснить или уложить в рамки моего понимания. А между тем, это какой-то такой фарватер на долгий период времени вашего продвижения, вашего успеха или какие-то первые попытки вот к этому, как на пути к успеху. И помним, что жизнь – это не спринт, кто придет к финишу первый, а это марафонский забег. Поэтому нужно и понимать, куда мы идем и с кем мы идем, кому мы доверяем, ну или, может быть, буквально, на чем мы едем, у кого-то и так. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишите мне искренние комментарии. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.